Всем привет, с вами Тори-чан! Давно на этом канале не было странных историй из моей жизни в Японии, и я была бы рада, если бы такие истории со мной не случались, но, видимо, это жизнь, поэтому сегодня я расскажу о том, как мне лечили зуб в Японии. И я уже рассказывала в другом видео о японской медицине и говорила, что в общем лично я довольна, хотя есть разные мнения, и есть иностранцы, кто, живя в Японии, не хочет здесь лечиться, поэтому лечится, когда возвращается к себе на родину, и, возможно, некоторые из вас в конце этого видео поймут, почему. Лично я всегда была довольна японской медициной и врачами, и каких-то больших проблем у меня до этого не было. Также мне очень нравится система японской медицинской страховки, все очень просто и понятно. Каждый месяц мы платим определенную сумму за нашу страховку. После этого наша страховка покрывает 70% от почти всех медицинских услуг, кроме каких-то косметических услуг, как, допустим, отбеливание зубов не покрывается страховкой, но в основном почти все покрывается страховкой, поэтому мы платим только 30% от изначальной суммы. И, допустим, поставить пломбу будет стоить в районе $10-20. Сделать анализ крови будет стоить тоже $10-15. Рентген сделать примерно $30 и так далее. В Японии есть большие городские больницы, больницы при университете, где проводят разные исследования, но в основном это маленькие частные клиники, которые специализируются на чем-то одном, например, стоматология, гинекология, дерматология и так далее. Поэтому, если, допустим, у вас болит живот, то вы должны идти в клинику, которая специализируется именно на внутренних органах или только на животе, желудке и так далее. Что удобно, но, с другой стороны, не очень удобно, если вы не знаете, что именно у вас болит, зуб болит, нос болит или мозг. Поэтому в таких случаях лучше пойти в большую больницу, но не все большие больницы в Японии принимают без специального письма от врача из маленькой клиники, что тоже не всегда удобно. Перед тем, как я начну, хочу сразу сказать, что я не хочу сказать этим видео, что в Японии плохие врачи или плохая медицина, потому что такие истории случаются везде, и у меня есть знакомые, кто лечился в других странах, и у них тоже были похожие проблемы, поэтому это просто история, которая со мной произошла в Японии, чтобы вы понимали, что такое бывает и в Японии тоже. Поехали! Недавно мы переехали из Сайтама в Фукуоку, совершенно другой район в Японии, и поэтому я была вынуждена искать новые клиники и новых врачей, в частности, стоматолога. И в Японии советуют каждые 3 месяца идти к стоматологу на проверку зубов и чистку, и я этому реально следую, я хожу каждые 3, иногда каждые 6 месяцев на осмотр и чистку зубов, и у меня реально очень мало проблем с зубами, мало кариеса. Поэтому, когда мы переехали в Фукуоку, первым делом я пошла искать новую стоматологию. И обычно я просто иду в самую ближайшую к нашему дому клинику, чтобы было удобно туда ездить, и я понимаю, что к стоматологу я буду каждые несколько месяцев идти, поэтому я просто пошла в самую близкую к нам стоматологию, не читая какие-то отзывы в интернете. И до этого я тоже особо не читала отзывы в интернете о клиниках, даже в Сайтама и в Токио, и большой проблемы у меня не было. Но, думаю, вы уже в предвкушении, что же могло пойти не так, когда я пошла на чистку к стоматологу. Жду ваши догадки в комментариях. Иду к стоматологу недалеко от нашего дома. Даже я сделала влог-видео, где я иду еще такая счастливая, не знаю, что меня ждет. Прихожу, очень симпатичная клиника, вроде как чисто, несколько врачей есть, хорошая аппаратура, как мне лично кажется, человеку, кто в этом особо не разбирается. Сажусь в кресло, и мне делают полный осмотр зубов, даже фотографируя каждый зуб отдельно и показывая это все на экране, что в Японии не везде есть в стоматологии. Сделали чистку зубов и говорят: у вас очень хорошие зубы, проблем никаких нет. Единственное, что у вас зуб мудрости вырос верхний и немного на нем кариес, поэтому его желательно удалить. А также у вас откололась небольшая часть 6-го зуба, то есть один из задних зубов. Поэтому желательно будет
его восстановить. И я такая, ну хорошо, давайте восстановим. Прихожу второй раз к стоматологу, мне делают полный рентген, все мои зубы видно, и говорят, что у вас все хорошо, глубокого кариеса нигде нет, все зубы здоровы. Давайте мы сегодня восстановим вам ваш зуб, который откололся, и завтра, допустим, когда у вас есть время, вырвем вам зуб мудрости, потому что в Японии по страховке, когда лечат, у них время очень ограниченное, они максимум час на одного пациента выделяют, что, опять же, дешево, но время мало уделяют вам. Сажусь, мне начинают зуб, что-то с ним делать, я сижу и думаю, так долго они его восстанавливают, неужели он настолько был отколотый? И чувствую, что мне вот выпиливают что-то, думаю, ну, наверное, там еще его нужно как отпилить, чтобы можно было зуб лучше восстановить. И все, вроде как зуб закончили, восстановили, и я смотрю в зеркало, и мне говорят, мы вам восстановили осколок зуба, а также заменили старую пломбу, потому что у меня там на зубах есть несколько пломб, которые, да, они очень старые, я последний раз пломбировала зубы, наверное, лет 12-15 назад, поэтому они решили заменить мне старую пломбу заодно в том же зубе. Я такая, ну хорошо, окей, я не поняла, мне это сказали или нет. Вроде как мне не говорили, что мне будут заменять старую пломбу, а сказали, что только восстановят осколок зуба. Но, возможно, его восстановить было как-то невозможно, если не удалить эту старую пломбу, поэтому я не знаю, я не стоматолог. Я такая, ну хорошо, окей. Через день прихожу, чтобы мне удалили зуб мудрости, мне удаляют верхний зуб мудрости, очень все быстро, без проблем. Проходит неделя. Зуб мудрости, когда удаляют, он же болит? Болит. Так болит, что просто я пью обезболивающее и понимаю, что мне вот ничто не помогает. В общем, неделю я мучилась зубной болью, потому что думала, что это зуб мудрости и что вот-вот должна эта боль пройти, потому что обычно 2-3 дня или максимум неделя, но неделя прошла, но боль все еще оставалась. Я думаю, нет, нужно пойти еще раз к стоматологу. Иду к тому же стоматологу, они осматривают мои зубы и говорят, у вас все хорошо, возможно, у вас сухая лунка, поэтому боль такая, давайте мы вам немножко подлечим, там как-то что-то они сделали и должно пройти. Проходит еще 2-3 дня, но зубная боль не исчезает. И я думаю, как же, почему так долго? Я до этого удаляла зубы мудрости, и так долго не болела. Вот именно с этой стороны. А болит что именно, я не понимаю, потому что болит все, как будто даже челюсть болит. В общем, проходит еще 2-3 дня после предыдущего осмотра, я не выдерживаю и иду снова к врачу и говорю, у меня болит что-то с этой стороны, может быть, это нижний зуб, который вы до этого лечили? Они смотрят мой нижний зуб и говорят, ну, возможно, мы поставили вам пломбу немного высокую, поэтому вам больно жевать. Я такая, такие боли жуткие, что я не уверена, что может быть такое из-за высокой пломбы, но окей, вы врачи, вы в курсе, хорошо. Мне спиливают пломбу, чтобы она была ниже, и отправляют меня домой. Проходит еще 2 дня, и я такая, я не могу спать, насколько больно. Не может же быть такое, что это пломба высокая все еще. Я иду еще раз к стоматологу, они смотрят мой зуб и говорят, наверное, у вас все еще высокая пломба, давайте мы ее вам спилим еще. И я такая, нет, давайте вы сделаете мне рентген. Они такие, хорошо, давайте мы сделаем вам рентген. Делают рентген, уже не полный рентген, где все видны зубы, а маленький, только на 1 зуб делают рентген. И то, что они сняли, показывают на экране. И я смотрю на экран и понимаю, что хоть я и не врач, но это некачественный рентген. То есть, когда они делали рентген, видно, или я как-то неправильно, челюсть у меня была расположена, или они неправильно ее засунули. Но, в общем, когда они сделали рентген, у меня был виден зуб, но только верхняя часть. То есть, корни нижние не были в кадре. Поэтому я смотрю на этот рентген и думаю, неужели это нормально? Неужели они не должны посмотреть вокруг корней, нет ли воспаления, если, допустим, у меня проблема с нервом в этом зубе? Медсестра, которая делала мне рентген, побежала к врачу, показала ему рентген, посоветовалась и прибежала назад и говорит,
Врач сказал, что ничего серьезного нет, воспаления зуба нет, гной тоже не накопился, это просто у вас воспаление десны, поэтому попейте эти таблетки. То есть врач ко мне даже не подошел. Возможно, он подумал, что ничего серьезного нет, поэтому только по рентгену можно судить. Я такая, ну хорошо. Возвращаюсь домой, думаю, что за таблетки мне дали, интересно. Смотрю, а это антибиотики. И как было написано, это антибиотики, когда у вас воспаляется нерв зубной, или десна, или, допустим, зуб мудрости воспалился. И мне даже не сказали, что это антибиотики. Я думаю, ну, странно, конечно, но окей. Смотрю еще раз в зеркало на свой зуб и замечаю, что у меня десна вспухла вокруг зуба. До этого я этого не замечала. И врач даже не смотрел на мою десну, то есть он только по рентгену сделал вывод, что гноя нет, все хорошо. Я думаю, как-то странно, что мне не сказали насчет того, что у меня вспухла десна, не объяснили, что мне дают антибиотики, не предложили переделать рентген еще раз, хотя он был как будто обрезанный, и также уже почти 3 недели прошло с тех пор, как у меня начал болеть зуб, точнее, эта сторона лица, и мне каждый раз говорят, что у меня просто высокая пломба, и мне ее 2 раза спиливали. Думаю, наверное, следует пойти к другому стоматологу за вторым мнением. И я в тот же день иду в другую стоматологию, врач дедушка, такой лет, наверное, 80 или 90 все, дедуля, смотрит мой рот и говорит, ой, быстро, иди на рентген. Я такая, хорошо. Делает мне еще раз полный рентген и частичный рентген. Потому что в Японии, когда делают рентген, часто тебе его не дают на руки, они просто хранят его у себя в клинике. Поэтому в разных клиниках нужно делать отдельный рентген или выпрашивать у другой клиники предыдущий рентген. Дедуля такой смотрит на рентген, это, кстати, он, показываю, и говорит, у вас здесь гной. Ну, это не гной, но они называют это гной, да? У вас здесь под корнем зуба скопился гной. Вам нужно его будет вырвать. В смысле, вы имеете в виду, что у меня был здоровый зуб, который как-то, видимо, повредили, и теперь его нужно удалять и ставить имплант? Врач говорит, да, наверное, вам его повредили, скорее всего, когда, вот как вы говорите, вам заменяли пломбу, у вас очень близко находились нервы, и предыдущий стоматолог вам пробил пульпу, поэтому пошла инфекция в нервы, и из-за этого нервы умерли, и теперь только единственный выход – это удалить этот зуб и поставить имплант. И имплант будет стоить поставить $4000. Я такая... А другого какого-то способа лечения нет? Дедуля такой, есть некоторые способы, но я бы их не советовал. Я такая, ну хорошо, ну а какие есть способы лечения, кроме как сразу удалить зуб? Врач садится и начинает писать. Первый вариант – это мы делаем дренаж, мы берем десну, спускаем ее вниз, так что корень зуба выглядывает, и через это появившееся отверстие мы делаем дренаж, то есть сливаем гной, который накопился в вашей десне. И туда может еда иногда застревать, поэтому в итоге зуб может сгнить, поэтому это я вам не советую. Но это самый дешевый способ. Второй способ – это сделать частичное удаление зуба, то есть мне предложил этот врач разделить зуб на 2 части и удалить одну часть зуба, где он считал, что было воспаление корня, и оставить вторую часть зуба, и потом спилить верхнюю часть оставшейся половинки зуба, а также часть соседнего зуба, и поставить мост. И третий вариант – это удалить зуб. Потом он сказал, что мне нужно будет подождать полгода, чтобы кость восстановилась. Потом они будут ставить имплант, который стоит $4000. Потому что в Японии имплант не покрывается страховкой. Да, кстати, поэтому он такой дорогой. Если имплант белого цвета, а не серебряного.
И я такая, хорошо, мне, наверное, нужно будет подумать над этим. И дедушка такой, да, хорошо, но думай быстрее, потому что я лично могу удалить твой зуб только на этой неделе. Через неделю меня будут госпитализировать, потому что мне нужно будет делать операцию. И только тогда я обратила внимание на то, что у него была такая как повязка на шее. И когда он говорил, был какой-то такой звук свистящий, который издавала его шея. То есть, скорее всего, у него какая-то проблема была с горлом, и поэтому ему должны были делать операцию на горле через неделю. Поэтому вот только на следующей неделе я могу лично удалить зуб, и дальше, как он мне рассказал, через полгода мой зуб восстановится, как раз он тоже восстановится после операции, и он мне поставит имплант за $4000. Я такая, хорошо, мне нужно посоветоваться с мужем. Честно скажу, у меня была паника, потому что я не думала, что мой поход к врачу почистить зубы закончится удалением здорового полностью зуба, поэтому я вернулась домой, рыдая, и пыталась найти в интернете разные способы, как можно спасти зуб, когда у вас воспалился нерв, и думаю, многие уже написали комментарии, как это возможно сделать. Да, я много тоже читала, нашла еще одну стоматологию, которая вроде как очень старается спасти зуб. То есть у них на сайте было написано, что мы из всех сил будем стараться оставить ваши зубы, не удалять до последнего. Я думаю, да, мне туда. Иду в третью стоматологию, прихожу, молодой врач, наверное, лет 30-40, но очень такой молодой, симпатичный врач, шикарнейшая стоматология, такая по-богатому, прямо кожаные диваны, какое-то такое освещение красивое, как будто в отель пришла какой-то шикарный, а не в стоматологию. Думаю, здесь, наверное, хорошо лечат. Врач меня осматривает, снова делает рентген, а также, если не ошибаюсь, КТ, когда 3D рентген, в третий раз, потому что, опять же, мне никто не дал рентгены, и когда я пыталась их выпросить, они сказали, что это займет время. Поэтому да, думаю, хорошо, что угодно. Смотрит новый рентген и также КТ и говорит, да, у вас здесь гной под зубом, нужно будет удалять все нервы в этом зубе, но мы попытаемся его спасти. У меня идея такая. Идея этого врача заключалась в чем? Он говорит, мы берем ваш зуб, удаляем все нервы из него полностью, очищаем все, и потом мы раскалываем его на две части, и через образовавшуюся дырочку в зубе, трещину в зубе, мы высосем гной, который накопился между корнями ваших зубов. И потом, поскольку зуб расколот на две части, чтобы он не шатался, чтобы он не выпал, мы спилим верхнюю часть зуба и поставим сверху коронку. Так что получается, что остаются корни зуба, распилены на две части, и вверху эта коронка. Я такая, ну хорошо, хотя бы не предлагают удалить, это уже, наверное, лучше. И это тоже будет вам стоить $3000. И я такая, окей, я поняла, потому что это тоже не покрывается страховкой. Не знаю почему. Я прихожу снова домой, пощу в Инстаграме то, что мне предложил врач, потому что я знаю, что вы прекрасные подписчики мои с разными профессиями, и я уверена, что среди вас есть врачи и стоматологи, кто может что-то посоветовать. И да, многие люди мне начали писать разные вещи, и, конечно же, у всех разные мнения, поскольку разный опыт, трудно что-то понять, наверное, только по одному рентгену. Но одна девушка, которая работает в Америке, мне написала, что это очень странный способ лечения, поскольку когда вам распиливают зуб пополам, там образуются микротрещины, и потом он постепенно будет разрушаться, потому что это невозможно красиво и ровно разрезать зуб пополам, чтобы не было микротрещин, даже работая с микроскопом. И мне эта девушка посоветовала, что я должна искать стоматолога, который специализируется именно на чистке каналов и работает с микроскопом, поскольку, допустим, дедуля, к кому я пошла первый раз, он не работал с микроскопом, он по старинке работал на живую, глазами смотря. Вторая клиника, куда я пошла, точнее третья клиника, где мне предложили распилить пополам зуб, там тоже не работали с микроскопом. И
Потом я начала искать клиники с микроскопом, нашла несколько вариантов, где уже предлагали, что зуб можно не просто вырвать или распилить пополам, а именно прочистить каналы, запломбировать и дальше уже ждать, чтобы зуб и десна сама восстановились. Поэтому я решила пойти в большую университетскую больницу, поскольку говорят, что там качественно лечат. Университетские больницы отличаются от маленьких клиник тем, что там есть несколько разных отделений, поэтому если у вас несколько проблем, то лучше идти в большие больницы, и там могут сразу все вылечить. Я пошла в Kyushu Daigaku-byoin, это самая большая университетская больница в нашем районе, и она огромная, очень красивая. Там есть разные отделения, много разных врачей, разные исследования проводят, как лучше и эффективнее зубы лечить. И перед тем, как вас начинают там лечить, вас просят заполнить такую анкету и подписать, что вы согласны, что студенты будут приходить смотреть, как вас лечат. Я была совершенно, конечно, не против, но это очень забавно. Мои зубы осмотрела очень молодая врач-японочка, 29 лет. Мы даже посмеялись, что мы одного возраста. И, в принципе, очень хорошая больница. Я думаю, что там хорошо бы, наверное, мои зубы смогли вылечить. Там используют микроскоп, умеют работать с корнями зубов и нервы лечить. Но главная проблема была в том, что в таких местах лечат только по страховке. А когда в Японии лечат по страховке, это, конечно, очень дешево, на 70% дешевле, чем без страховки. Но при этом они могут выделять тебе только час или только 40 минут в один день. Вот такие условия лечения по страховке. А также не все материалы для пломбирования зубов можно по страховке использовать и так далее. И мне это врач говорит: да, мы постараемся спасти ваш зуб, но это будет очень длительный процесс, который займет где-то от 4 до 6 месяцев. Я такая: от 4 до 6 месяцев? Что вы будете там делать? Выращивать мне новый зуб? Она такая: да, ну вот у нас ограничения по времени, вы будете приходить, мы будем вам удалять нервы, промывать, потом вы будете приходить еще раз, мы будем удалять нервы, промывать, и так, пока мы все не очистим, и только потом мы можем спилить ваш зуб и поставить коронку. И я такая: ладно, хорошо, я посмотрю еще варианты. В итоге я посмотрела, что есть варианты лечения без страховки, но это будет всего лишь 2 или 3 раза посещение стоматолога. То есть, да, даже не один раз. Я думаю, что некоторые из вас уже написали в комментариях, что такое лечат за один раз. Да, в Японии почему-то это очень много времени занимает, если ты по страховке. Без страховки это могут делать быстрее, потому что выделяют в районе 2 часа, 3 часа в один день на пациента, и поэтому можно больше успеть, и в итоге всего лишь за несколько раз могут зуб вылечить. В итоге я пошла в 5-ю клинику, в 5-ю стоматологию, где вроде как у врача очень большой опыт лечения корней зубов, нервов, у него есть даже иностранное американское образование, не только японское, поэтому это вроде как меня обнадежило, и мне вылечили зуб, вроде как вылечили, его почистили и запломбировали, не поставили коронку, потому что он сказал, что можно без коронки обойтись, а просто запломбировать специальным твердым материалом мой зуб. Да, за 3 раза мне это сделали, но в итоге это стоило $2000. По нынешнему курсу, возможно, где-то $1800, но итог этой истории: не идите к стоматологу даже на чистку, не читая ревью, хороший ли это стоматолог. Потому что потом я почитала в интернете, что ревью были не самые лучшие у моего первого доктора. И, возможно, некоторые интересуются, засадила ли я того стоматолога, который мне в первую очередь зуб испортил. Нет, пока что я все еще смотрю, возможно ли это. Другие стоматологи, конечно же, мне сказали, что это невозможно, поскольку ничего не гарантировано, и чаще всего просят еще и заполнить анкету и подписать, что вы согласны на все, что с вами будут делать, и вам не гарантируют ничего, потому что это очень, конечно, рискованная процедура, даже просто менять пломбу, как выяснилось. Надеюсь, что вам было интересно это видео.
А как у вас дела со стоматологами и врачами? Были ли у вас похожие ситуации? Жду ваших комментариев. Увидимся еще. Всем пока!